вы точно недооцениваете эту специю на вашей кухне. Это маленькая помощница сильнее, чем половина вашей аптечки. Мы добавляем ее в компот, в глинтвейн для аромата, но то, что она делает внутри организма, это вообще другая история. Она убивает бактерии, подавляет вирусы, сдерживает воспаление, действует против грибков и даже парализует яйцевые оболочки паразитов. Это концентрированное биологически активное вещество, с которым в лабораториях работают как с антисептиком. И да, она работает как обезболивающее, как средство от вздутия, как защита иммунитета, как самый мощный антиоксидант. Сегодня я расскажу, что специя за 20 рублей делает в организме и где она действительно помогает, и в каких случаях она может вам навредить. Оставайтесь до конца видео, будете смотреть на свою кухонную полку по-другому. Гвоздика – это высушенные бутоны дерева Syzygium aromaticum, или так интересно называемое гвоздичное дерево. Главные компоненты гвоздики – это эвгенол до 85%. Это такой антисептик, мощный антисептик и мощный противовоспалительный агент, антиоксидант, который содержит флавоноиды, танины, трiterпены, и это одна из самых концентрированных специй по биологически активным веществам. Просто потрясающая. И для того, чтобы понять, почему же гвоздика является натуральным антибиотиком, рассмотрим ее состав. Давайте поподробнее. Гвоздика содержит эвгенол, который, с одной стороны, нарушает мембраны бактерий. И это очень важное свойство, потому что не столько нужно бороться с самими бактериями, сколько с их оболочками, с их мембранами. Эвгенол останавливает рост патогенных грибов. Он подавляет вирусную активность. И даже такие известные вирусы, очень мощные, очень агрессивные, как вирус герпеса, например, даже против них гвоздика очень эффективна. Эвгенол у гвоздики ингибирует синтез простагландинов, тем самым усиливая противовоспалительный эффект. И по данным лабораторных исследований, эвгенол активен против кандиды, стафилококка ауреус, эшерихии коли, вирусов, включая герпес-вирусы, как я сказала, и ротавирусы. То есть это просто потрясающая специя. И гвоздика – это один из самых популярных компонентов противопаразитарных схем в фитотерапии. Сколько бы я ни разбирала схем именно противопаразитарки, там всегда идет гвоздика в том или ином составе. Иногда даже по эффективности она превосходит коллоидное серебро, хотя это разные вещи, но настолько она эффективна. Она способна разрушать яйцевые оболочки паразитов, глистов, грубо говоря, да, и других разных патогенов, и может снижать активность остриц, аскарид, лямблий, токсокар, дизентерийных бактерий, бацилл паротифа, дифтерийной палочки, бактерий холеры, чумы, вирус гриппа, кишечные патогены. В общем, огромное количество патогенных микроорганизмов, против которых работает гвоздика. Но это, конечно, не альтернатива лекарственной антибактериальной терапии при подтвержденных каких-то заболеваниях, да, или инфекциях, при подтвержденных гельминтах. Это не равно лекарственная терапия. Но может быть гвоздика вспомогательным компонентом при той или иной патологии. Гвоздика – это лишь одно из сильных природных средств, и их на самом деле много, забытых и недооцененных. И я для вас собрала целый гайд, который называется «Антибактериальная аптека из кухни». Какие специи реально работают против бактерий, вирусов и грибов. Я сделала для вас табличку «Специя, бактерия, действие». Я собрала для вас рецепты отваров и разных чаечков, разных протоколов поддержки иммунитета, и когда нужны специи, а когда их активные формы, например, как куркума и куркумин. Да? Куркума – это специя, куркумин – это активная форма, действующее вещество. Я для вас собрала этот PDF-файл и оставлю его в телеграм-канале в своем. Он абсолютно бесплатный. Ссылку на телеграм-канал я оставлю в описании к этому видео. Это потрясающий гайд. Я очень люблю народные средства. Не как панацею, да, как альтернативные способы и как нечто усиливающее общее лечение. Ни в коем случае не отказываясь от традиционных каких-то подходов. Но вот есть интересные средства, о которых все забыли, которые реально работают. И этот гайд «Антибактериальная аптечка с кухни» будет вас ждать в моем телеграм-канале. Самый известный эффект
гвоздики и эвгенола, то есть вещества, которые в ней содержатся, это обезболивание, представляете? Он блокирует натриевые каналы, тем самым уменьшая проводимость боли. И поэтому в стоматологии эвгенол используется на протяжении десятилетий. Гвоздика может снимать зубную боль, уменьшать воспаление, убивать бактерии в полости рта. Бабушки очень часто я слышала и слышу, как они говорили: ты пожуй гвоздику, и типа у тебя запах изо рта уйдет. Гвоздику пожуй, она лучше, чем жвачка. Но вы должны понимать, что гвоздика и запах изо рта – это немножко разные вещи. Если у человека есть запах изо рта, это уже следствие каких-то процессов в желудочно-кишечном тракте. Я очень много на своем канале об этом рассказываю. Тут гвоздикой не обойдешься, но гвоздика – это все-таки временная какая-то мера, пожевать ее, да, это не лечение. В целом, это натуральная стоматологическая профилактика, она уменьшает зубной налет, предотвращает кариес, если ее жевать, борется с пародонтозом, укрепляет десны, улучшает эмаль, так как содержит очень много в своем составе витаминов и минералов. Например, витамины А, С, Е, Д, К, В1, В2, В6, В9. Минералы такие, как кальций, калий, фосфор, магний, железо, цинк, марганец. И мало какая специя содержит вот такой богатый комплекс одновременно. Еще одно интересное свойство: гвоздика содержит кариофилен. Это такой природный терпен, который кроме гвоздики содержится в базилике, черном перце и корице. Именно он отвечает за такую часть пряного, такого теплого, приятного аромата гвоздики. Кариофилен – это главный противовоспалительный и обезболивающий компонент гвоздики. Его еще называют натуральным каннабиноидом. Кариофилен напрямую активирует рецепторы CB2, это такой каннабиоидный рецептор типа 2, которые отвечают за воспаление, за боль и за иммунный ответ. Но при этом никак кариофилен не влияет на рецепторы CB1. То есть нет психоактивного эффекта, нет зависимости, нет эйфории. Это два разных вида рецепторов. Кариофилен вызывает мощное противовоспалительное действие за счет активации рецепторов CB2. CB1 – это вот как раз в ту сторону. Да? И кариофилен снижает цитокины в организме, вещества, которые в итоге вызывают, интерлейкины разные, вызывают воспаление. Именно они вызывают боль в мышцах, суставах, кишечнике и коже. Кроме всего прочего, кариофилен оказывает обезболивающее действие, работая как натуральный анальгетик через рецепторы CB2. Гвоздика полезна очень при артрите, при воспалительных заболеваниях в суставах, при невралгиях и спазмах ЖКТ. Гвоздика, кроме всего прочего, один из самых богатых природных источников кариофилена, что делает ее одной из самых сильных природных специй для здоровья, потому что она работает против паразитов, грибов, бактерий, уменьшает воспаление, снимает боль, успокаивает кишечник, помогает при болях в суставах, укрепляет иммунитет и действует мягко, безопасно и комплексно за счет содержания эвгенола и кариофилена. Но в силу высокой концентрации суперактивных веществ, о которых я только что сказала, применять ее, конечно же, нужно очень аккуратно. Благодаря высокому содержанию эвгенола, кариофилена и большого количества антиоксидантов, кроме всего прочего, гвоздика еще и улучшает настроение, снижает тревожность, помогает при нервном истощении, при стрессе и часто используется в ароматерапии. Существует, как обычно, очень много плюсов, но и минусов, о которых вы должны знать. Плюсы гвоздики, кроме того, что я сказала уже, она снижает вздутие, она улучшает выработку ферментов, кстати, помогает при различных состояниях, например, при диспепсии, регулирует кислотность желудка, и это может быть как плюсом, так и минусом. Поскольку гвоздика является жгучей, достаточно приправой, стимулирует выработку желудочного сока, это может усугубить состояние при какой-то патологии, при имеющейся повышенной кислотности. То есть об этом нужно знать. И, конечно же, за счет своей жгучести она раздражает слизистую желудка при гастрите, при язвенной болезни и может вызвать изжогу у чувствительных людей. И, например, концентрированное масло гвоздики, оно очень жесткое, и оно может вызывать ожог слизистой. Поэтому тут надо быть очень осторожными. Да? Я советую очень присмотреться к гвоздике людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
потому что гвоздика снижает агрегацию тромбоцитов, то есть имеет антикоагулянтный эффект. Очень классно при повышенной свертываемости крови. Улучшает микроциркуляцию и снижает уровень воспалительных маркеров. Кстати, важно, если вы принимаете какие-то антикоагулянты, какие-либо, например, варфарин и прочие, сочетать их с гвоздикой нежелательно. Кроме всего прочего, для сердечно-сосудистой системы очень важно, что при ее приеме улучшается кровоток. Гвоздика препятствует образованию атеросклеротических бляшек. Она обладает сосудорасширяющим действием, то есть гипотензивным, снижающим давление, да, укрепляет стенки сосудов. И в целом людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями просто замечательный такой натуральный must-have. Также гвоздика повышает уровень глутатиона в нашем организме. Это главный антиоксидант в нашем организме, активатор второй фазы детоксикации в печени. Я много раз рассказывала про глутатион, и это очень важный детоксикант. Также гвоздика снижает уровень свободных радикалов, которые разрушают наши клетки, которые повреждают их, которые могут вызывать различные онкологические заболевания. Также гвоздика уменьшает воспаление в слизистых, ускоряет реакцию иммунных клеток. И осенью и зимой это одна из самых сильных профилактических специй для различных инфекций. И гвоздика входит в топ-3 по своему уровню антиоксидантной способности, и по силе она превосходит чернику, куркумин, имбирь и орегано. Ну, то есть, вау, просто вау. 20-рублевое средство, а столько от нее таких вау-эффектов. Поэтому ее очень часто используют в различных анти-эйдж стратегиях и подходах. Есть, кстати, интересные исследования, которые показывают, что экстракты гвоздики могут облегчать менструальную боль, облегчать прохождение и выраженность ПМС, предменструального синдрома, и улучшать тонус матки. Кстати, здесь надо быть осторожными при беременности, потому что тонус матки – это такая не шутка. Но есть такие исследования, которые показывают ее такие эффекты. Кстати, если хотите более глубоко разобраться в теме, как сохранить красоту и молодость женского организма, в описании к этому видео будет ссылка на совершенно бесплатный мастер-класс, который называется «Женское здоровье. Как замедлить гормональное старение и продлить молодость». И особо будет актуально для тех, кто не хочет стареть, кто понимает, что вдруг кожа потеряла упругость, появились морщины, отеки, если вы просыпаетесь уставшие, если у вас есть перепады настроения, если диета и спорт не дают стойкого результата и вы не можете похудеть, то этот бесплатный мастер-класс для вас. Он совершенно бесплатный, переходите по ссылке, с удовольствием смотрите, с удовольствием я с вами этим поделюсь. И если все это, усталость, слабость и морщины, и отеки стало вашим постоянными спутниками, то вам точно нужно посмотреть вебинар, потому что многие считают, что это возраст, это норма. На самом деле нет. Это признаки гормонального дисбаланса, и с этим важно работать. Об этом я рассказываю на вебинаре. Гвоздика опасна при гастрите, язвенной болезни желудка, потому что она усиливает раздражение. При беременности точно нет, да? При грудном вскармливании также груднички и детки до 3 лет точно нельзя. А если у человека есть аллергия на любые специи, с осторожностью принимаем. Если вы принимаете антикоагулянтные препараты, то возможно усиление эффекта. И эфирное масло гвоздики нельзя пить и наносить на кожу в чистом виде. Может быть ожог. Как правильно ее использовать? Если это нутрицептик, то, соответственно, по инструкции на баночке. Да? Если мы хотим чай заварить иммунный для иммунитета, то 1-2 гвоздички в чай добавляем или в вареную еду. Если мы хотим улучшить состояние ЖКТ, то хорошо будет жевать 1 бутон после еды, потому что бутончик гвоздики, потому что уменьшается вздутие, убирается запах и так далее. Для профилактики инфекций различных мы завариваем чай из гвоздики. Тут можно к гвоздике добавить корицу, имбирь и лимон. Если мы хотим профилактировать какие-то стоматиты либо инфекции ротовой полости, для рта мы пользуемся отваром, полоскаем, да, этим отваром рот, либо масло. Но с ним надо быть осторожными в разведении 1:5. Отвары гвоздика плюс вода, либо гвоздика плюс шиповник классно работают. И если мы говорим про дозировки, то 1-3 бутончика гвоздики в день – это безопасно.
5-7 бутончиков – это уже терапевтическая доза. Больше 10 может быть раздражение ЖКТ. И вся ценность гвоздики, конечно же, она в целых бутонах, потому что молотая гвоздика, она быстро окисляется и теряет свои свойства. Кстати, такой бабушкин способ, я как сейчас помню, гвоздику настаивали на одеколоне и пользовались при радикулитом. Это супер частый народный совет, потому что она обладает разогревающим эффектом, что приносит временное облегчение. И вот мазались, натирались раньше гвоздикой на одеколоне при радикулите. И на самом деле, если подытожить, то я хочу сказать, что гвоздичка стоит в магазине 20 рублей, но часто она сильнее, чем половина в вашей аптечке. Она убивает и бактерии, подавляет вирусы, и сдерживает воспаление, действует против грибков и даже парализует вот эти яйцевые, противные, самые сложные оболочки паразитов. Я думаю, что вы даже не подозревали об этом чудо-средстве. Поэтому буду надеяться, что сегодняшнее видео вам было супер полезно.